Помощь из второго эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова сегодня доставляли в населенные пункты Приазовья, это на юге Донецкой области. В поселках Ялта, Урзуф и Милекино, которые стали местами компактного проживания семей, пострадавших от боевых действий, на сегодняшний день около 5000 переселенцев. С теми, кто уже получил помощь, встретились корреспонденты событий. Костер распалили, пока горит. Сеточку быстро поставили. На него кастрюльки и тут жаром наварили. Ну, так готовим. Оксана Гавричкина бежала из Горловки, едва в городе начались бомбежки. Сюда молодая мама приехала 3 месяца назад. 6-летней Настей и полугодовалым Андрюшей. За это время ужас от пережитого чуть остыл. Но стоит заговорить о войне, как на глаза Оксаны наворачиваются слезы. А я сейчас плакать буду, я не хочу. Но сами это знаете, в каком состоянии может быть человек, когда у тебя вот такой вот малыш на руках, и ты хочешь, чтобы просто не бомбили. Первое время Оксане пришлось несладко. Пособий не выплачивали. Денег от подработок мужа не хватало. Выживали как могли. Были рады даже объедкам. Они копали картошку местные, да, то есть фермеры. А резаная картошка получалась. Они забирали ее, но отдавали, потому что она гнить быстро начинает ведь. И приносили мы ее быстренько все. Сегодня из Мариуполя в Першотравневый район, в том числе и в поселок Ялта, где проживает семья Гавричкиных, отправились машины с гуманитарным грузом от фонда Рината Ахметова. На базах, где проживают 5000 переселенцев, разгружают продуктовые наборы. Сегодняшний день та цифра, которая у нас есть, это 5000 граждан-переселенцев. Неделю назад эта цифра у нас достигала 19 000. Вот. Но спасибо большое фонду Рината Ахметова, то, что они дополнительный транш нам дают. Эти 5000, я думаю, нам хватит даже до зимнего периода охватить граждан переселенцев, чтобы они ни в чем не нуждались, хотя бы в продуктах питания. Продукты и наборы детского питания привезли на базу как раз к семейному празднику. Андрюше сегодня исполнилось полгодика. Помимо еды у переселенцев остро стоит вопрос дальнейшего проживания. Я здесь продержу, пока можно будет жить. В зимний период нет, у нас же не отапливаются домики. Задается вопросом жилья и 8-летняя Надя из Горловки. Девочка хочет узнать о причине войны, которой нет в учебниках. Мне интересно, кто придумал оружие. Всего в рамках второго эшелона в Донбасс в сентябре будет доставлено 350 000 гуманитарных наборов. Из Приазовья Юлия Меньшакирова, Виктория Чистюхина, Владимир Конопля. События, канал Украина.